Привет, я доктор Берг. В этом видео поговорим о лучшей диете при отекающих стопах и опухших лодыжках. Первое, что вам нужно знать, есть ли у вас это состояние. Вам нужно понимать, что это большая проблема, не пустяк. И часто люди отмахиваются от этого, мол, это задержка жидкости, схожу к врачу, приму лазикс или мочегонное и выведу жидкость. Нет, вы должны полностью понимать, что это серьезная проблема либо с печенью, либо с почками, либо с сердцем. И вам нужно использовать системный подход, посмотреть на весь организм, потому что то, что происходит в лодыжках, происходит и в других местах. И есть несколько причин для этого. Например, у вас может быть дисбаланс электролитов. Но это, скорее всего, маловероятно, потому что, когда после надавливания на отек остается ямка, обычно это проблемы с каким-то органом, и обычно это низкий уровень белка в крови. И это не решается повышенным потреблением белка, чтобы восполнить его нехватку в крови. Это не сработает, потому что печень и почки не дают вырабатываться нужным типом белка. Печень берет аминокислоты из крови и вырабатывает определенный белок под названием альбумин, который попадает в кровь и помогает попаданию жидкости в кровь. Когда это преобразование не происходит из-за повреждения печени, в крови становится мало белка альбумина, и жидкость как бы выходит из крови. Альбумин удерживает жидкость в крови должным образом. Вот что вы должны сделать в первую очередь. Вам нужно исправить свое питание. Начните с добавления овощей. Это первое, что вы должны добавить. Если вы едите всего по стакану вареных овощей в день, вы так и не поправитесь. Вы должны есть сырые зелень и овощи в больших количествах. И я не говорю про салат айсберг, я говорю про шпинат, кейл, высококачественные овощи, потому что в них есть множество полезных вещей, ферменты, минералы, которые помогут вывести жидкость, а также улучшат самочувствие. А еще можно попробовать яблочный уксус. Это отличная штука. Иногда люди пьют фруктовые соки, вроде арбузного или дынного, чтобы вывести жидкость. Это сработает, но обычно ненадолго. Поэтому включите в свой рацион овощи ради калия, ферментов и просто чтобы подлечить свои органы. Качественный белок. Если у вас опухают лодыжки, не принимайте протеиновые порошки. Вам лучше есть качественную говядину травяного откорма, рыбу или морепродукты из магазина здоровой пищи. Вам нужен высококачественный белок, а не бургер из фастфуда. Это не сработает. И надо исключить сахар. Это очевидно и ясно без слов. Я полагаю, что вы это уже знаете. Здесь нельзя есть сахар, ведь сахар сам по себе вызывает отеки. Еще одна очень действенная вещь — это фермент под названием серапептаза. Если вы о нем не слышали, самое время услышать. Серапептаза, по сути, растворяет рубцовую ткань, избавляет от ненужных волокнистых тканей, растворяет тромбы в артериях, улучшает циркуляцию, помогает от воспалений, а также помогает от цирроза печени. Дело в том, что при циррозе печень воспалена и производит рубцовую ткань. У большинства людей с отеками ступней в какой-то степени есть цирроз, рубцовая ткань в печени. Этот фермент поможет вам ее растворить. Он появился из тутового шелкопряда, но, по-моему, его научились изготавливать, ферментировать. Я не знаю всех деталей производства, но это одно из лучших средств от задержки жидкости, потому что он помогает циркуляции, он помогает печени, особенно с рубцовой тканью, и почкам тоже. В общем, он возобновляет циркуляцию, и уровень белка начинает приходить в норму. Серапептаза — это очень действенный фермент для белков. Он не повредит белкам в вашем теле. Он действует лишь на те белки, которых там быть не должно. Он много для чего полезен. В общем, рекомендую его от отеков.
Он дороговат, но я бы посоветовал взять где-то 120 международных, то есть 120 тысяч международных единиц, или даже 250 тысяч международных единиц серапептазы, если сможете найти такую дозировку. Принимайте несколько раз в день натощак. Не натощак он не сработает. Он попадает в кровь, начинает все чистить, и это очень хороший способ подлечить печень. Но я заговорил о нем в последнюю очередь, потому что сперва вам нужно поправить рацион. Вы не должны полагаться на волшебную таблетку, которая излечит все. Вам нужно исправить рацион, а фермент поможет вашему организму и приведет вас в порядок. Спасибо за просмотр, оставляйте комментарии.